Позавчера Владимир Путин выступал на дне ВМФ. Мероприятие само по себе вышло в высшей степени эклектичным. Морского парада больше нет. Ну, нет и нет. На это можно было бы и не обратить внимания. Кому сейчас печаль до этих парадов? Но, видимо, вокруг Путина теперь такое плотное кольцо чекистов, что пиарщиков туда и близко не пускают. Чтобы вдруг никто не забыл, что корабли раньше красиво проходили, а сейчас почему-то не могут, военных моряков для Путина выстроили напротив такого паршивого баннера с принтом подлодки, которым приличный кабак бы побрезговал. И, разговаривая с морскими офицерами, Путин заочно ответил на два вопроса, которые, видимо, уже не может не замечать. Во-первых, рассказал о том, что ему сливается вся информация о войне. Почему сливается? Вроде бы сливаться могут слухи о личной жизни Ольги Бузовой, а сводки с фронта главнокомандующему должны стекаться. Ну, это вы спросите у Путина, почему, мы не знаем. Короче, смысл в том, что Путин не оторван от фронтовых реалий, не живет картами Генштаба, а получает информацию изо всех источников и даже блогеров смотрит. Из чего, надо думать, публика должна сделать вывод, что Путин в курсе избиений, пыточных подвалов, вымогательств, обнулений. В курсе, что Генштаб ему врет в каждом слове. В курсе, что Купянска у него не было и нет. Ему просто норм. Во-вторых, там же Путин заочно ответил президенту Токаеву, который на днях его отчитал и прямо сказал, что войну, у которой нет причин, надо немедленно сворачивать. Путин же еще раз очень внятно дал понять, что сворачивать он ничего не собирается, и никакие воззвания его к такому решению не подтолкнут. Он вновь намерен достичь целей специальной военной операции. И на этом месте полезно вспомнить, что президент Токаев далеко не единственный, кто более или менее прямо говорит Путину, что от этой глупости надо отказаться и войну закончить. Герман Греф это сказал вполне прямо. Олигарх Мельниченко в своей колонке в «Экономисте», пусть иносказательно, но решил порассуждать о будущем без войны. И даже сверхлояльная певица Слава, и та призвала все это остановить. Не сформулированное в словах, но выраженное в цифрах, то же послание мы видим в рейтингах Путина и Единой России, в состоянии российского фондового рынка. Абсолютно все и со всех сторон говорят «прекращай». И дело не только в том, что происходит прямо сейчас, не в горящей нефтянке и складах. Не надо быть большим экспертом, чтобы понимать, все, что мы видим сегодня, это тизер-превью того, что мы увидим через полгода, год или два. Прежде чем продолжим об этом говорить, напомню, мы подготовили гайд, как обходить блокировки российского интернета, постоянно его актуализируем. Спонсирует гайд сервис mCard. Он выпускает виртуальные карты, которыми можно легко расплачиваться за границей и пополнять через СБП или криптовалюты. А если вы ищете VPN, который позволяет, кроме прочего, качать торренты, обратите внимание на VPN Liberty. 1 апреля 2022 года украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгородской области. Это казалось абсолютно невероятным. Казался невероятным сам факт, что кто-то может прилететь на российскую территорию и что-то, не так важно что именно, атаковать. С конца Великой Отечественной такого не случалось. Спустя 4 года новости из Белгородской, Брянской и Курской областей просто никто не читает. Там каждый день прилеты, а сама воздушная война давно уехала на сотни, а теперь даже на тысячи километров восточнее. А в сводках давно фигурируют Москва, Питер, Ижевск, Екатеринбург и Омск. Все российское приграничье стало зоной активных боевых действий. И все настолько смирились, что теперь из телевизора спокойно можно призывать к расселению этих территорий. Поэтому надо, на мой взгляд, должна быть государственная программа переселения сейчас наших людей хотя бы на время. Не в ПВР, а в нормальные условия. Тем более, что сколько у нас сейчас стоит новостроек, которые, к сожалению, по разным причинам не могут быть. Что мешает государству выкупить там жилье и предоставить? Наблюдая, что происходит сегодня, невозможно не экстраполировать эту динамику в будущее. Вектор совершенно однозначный. Количество атак, дальность атак, ущерб от них. Все это можно отложить на графике, где не будет ни единого спада. Также можно экстраполировать динамику других компонентов войны. При взгляде с дня сегодняшнего на посмертный список медиазоны 22 год кажется практически бескровным. 20 тысяч некрологов – это в 4,5 раза меньше, чем подсчитано за 24 год.
С какой бы стороны мы графики количества погибших не рассматривали, мы увидим очень последовательный рост, который можно вполне корректно экстраполировать дальше. И после этого уже не остается вопросов, будет мобилизация или не будет ее. Вопрос только в сроках. Потому что невозможно вести войну с бесконечно растущими жертвами, используя прежние рыночные механизмы. А что с экономикой? Все проблемы, которые в прошлом году эксперты обнаружили в статистике, в балансе федерального бюджета, в замедлении роста, в сжатии рынка труда и сокращении инвестиций, все эти проблемы сегодня выплеснулись в реальную жизнь, стали влиять на потребительское поведение. Люди реже, причем заметно, на 10% реже, ходят в кафе, в триллионных масштабах снимают депозиты из банков, отвечают в вопросах, что ждут ухудшения собственной финансовой ситуации. На 5-м году войны кризис заметен не только в статистике. Предприятия закрываются, регионы не могут справиться с долгами, меняется потребительское поведение. Тоже вполне понятная динамика, которую ощущают примерно все. И не так страшно, как все выглядит сейчас. Куда страшнее представить, что будет, если война продлится еще пару лет. Тем более, что главный враг России, путинское государство, по ходу войны все меньше себя ограничивает. Опять же, всего-то весной 25-го, чуть больше года назад, отключение связи казалось чем-то новым и удивительным, практиковалось в отдельных регионах и единичных случаях. Однако менее чем за 1,5 года это стало общей практикой. Да, на фоне дефицита бензина и горящих складов проблемы со связью больше не претендуют на заголовки. Теперь противник наносит России больший ущерб, чем собственное начальство. Но все остальные проблемы, порожденные войной, от этого никуда не делись. Когда Путин с упорством идиота говорит гражданам «мы будем воевать до достижения всех целей» и слышать не хотим ни о каких перемириях, граждане слышат «жить вам будет хуже и опасней». Чем дальше, тем хуже и тем опасней. Это отражается на рейтингах Путина. Война приносит вред, вреда становится все больше, а тот, кто не хочет войну заканчивать, получается вредитель. Что касается аппарата управления, если граждане видят реальное ухудшение собственной жизни, то аппарат управления и раньше не заблуждался в масштабах ущерба от войны. Это прорывается в репликах Грефа, Набиуллиной, некоторых губернаторов, вон в колонке этого олигарха Мельниченко и так далее. У этих людей, которые все более внятно сейчас говорят, что войну пора сворачивать, у них не открылись только что глаза. Просто все эти люди, которые заняты оперативным управлением страной, капитально задолбались. Значительная часть работы российского руководства просто утратила смысл. Чего толку дергать ключевую ставку туда-сюда, если главные инфляционные факторы лежат далеко за пределами власти Центрального банка? Бюджет будет залезать в долги и накачивать экономику денежной массой. Потому что война с каждым днем требует все больше денег. Война создает всюду финансовые дыры, которые нужно закрывать, и от этого никуда не денешься. Никаким образом на этот процесс нельзя повлиять ставкой. Сидящий в долгах регион все равно получит списание бюджетных кредитов, то есть будет тратить деньги по ставке минус 100%. Военное предприятие все равно получит льготный кредит в банке, без разницы, какая ставка там будет. Экономика будет насыщена деньгами. За кампанию ударов по нефтянке и логистике потребители заплатят ростом цен. Если топливо дорожает только по официальным данным на 2 с лишним процента в неделю, то никакой ставкой вытекающую из этого инфляцию не сдержать. Если люди теряют работу, меньше зарабатывают, если в результате роста цен им перестает хватать на жизнь, то они будут снимать деньги с депозитов в банке вне зависимости от ставки. Очень хорошо просто так получить 20% доходности через год, но кушать-то хочется сейчас, а не через год. То же самое и с кредитами. Люди, которым не хватает на прожитье, будут брать кредиты на любых условиях. Выходит, что глава монетарного ведомства на практике занимается отвлеченными макроэкономическими упражнениями. С начала года ставку снизили с 16 до 14%. И в этом нет никакой монетарной политики, никакого влияния на реальную инфляцию. Фундаментальные факторы, напрямую обеспеченные войной, настолько сильны, что эти подергивания на 2% не вносят никакого вклада. То же касается и всех остальных управленцев. Глав крупнейших банков или губернаторов. Пока губернатор пытается разобраться с тем, что у региона банально нет денег нести свои обязательства, случается топливный кризис, а потом приходит начальство из Москвы и накручивает хвосты за недобор наемников. А затем еще приезжает ФСБ и задерживает половину администрации, сажает ее в СИЗО.
Никакая система власти не рассчитана на то, что чрезвычайные происшествия станут рутиной. А они рутиной стали. При этом Путин говорит, ровно так и будет впредь. Воевать мы будем до конца. Да, все эти системные люди – глубокие трусы. Но даже у них нет-нет, да и прорвется нотка отчаяния. Все надо заканчивать, ни о каких Россия может воевать 20 лет и речи идти не может. Теперь поговорим о внешних контрагентах. Для Дональда Трампа окончание войны России с Украиной стало бы самым большим и самым важным достижением во всей его карьере. Потому что самый большой враг, самый проклятущий левак-либерал был бы вынужден говорить: да, Трамп рушит мировую торговлю, разрушает институты, нанимает блогеров-алкашей министрами, устроил бардак с миграцией, но он закончил самую страшную войну в Европе в 21 веке. Когда Путин Трампа с этим кинул, это обидно сразу по нескольким причинам. Во-первых, просто унизительно. Трамп выставлен всемирным простофилей. Вместо яркой победы – скандал за скандалом. Во-вторых, с точки зрения Трампа, кидалово это мало того, что унизительное, так еще и бессмысленное. Ладно бы Путин побеждал, ладно бы он на Киев наступал, ладно бы хоть где-то преуспел и был бы выбор, кто сейчас победит – миротворец Трамп или военачальник Путин. Но этого же нет. Путин и сам победить не может, и Трампу не дает. Надо думать, с точки зрения Трампа, Путин – эдакий мерзкий, упрямый старик, который ни за какие деньги не хочет продать свою халупу и освободить место под очередной небоскреб. Он будет жить на стройке без электричества, будет страдать, но просто из вредности, чтобы напакостить. Ведь внешне все ровно так и выглядит. Путин ничего не захватывает, у него проблем каждый день все больше. Он несет сплошные убытки и вроде как делает это исключительно назло. А поскольку такие люди, как Трамп, считают себя центром вселенной, то, конечно же, все это назло конкретно Трампу. Поэтому нечего удивляться, что от броманса Трампа с Путиным сегодня не осталось и следа. Как нечего удивляться и тому, что президент Токаев отчитывает Путина. Последствия войны неизбежно влияют на весь мир, а особенно на постсоветский регион. В Казахстане растут цены на бензин. Казахстан ввел дополнительные проверки на границах, повысил цены для транзитного транспорта и ограничил заправку местных автомобилей. По терминалу в Новороссийске, который Казахстан использует для экспорта нефти, прилетают украинские удары, и Казахстан ничего не может с этим поделать. Товары казахстанских продавцов горят на складах Wildberries. Казахстан, ни в одном глазу не будучи стороной войны, все больше становится ее заложником. И не он один. У Казахстана, по крайней мере, есть свое производство бензина. А остальные постсоветские страны Центральной Азии еще и зависят от российского экспорта горючего, который остановлен. Нет ничего удивительного в том, что уже прямым текстом и прямо в лицо Путину говорят: «Мужик, ты нам нарисовал кучу проблем безо всяких причин. Дальше будет только хуже. Хватит рассказывать эту херню про первопричины войны. Все знают, что их нет». Ну, окей, ты ошибся, переоценил свои силы. Бывает такое в природе. Но все это зашло слишком далеко. Это уже не только твоя проблема, не только проблема Украины. Это проблема наша, тех, кто вообще мимо проходил. Какие завтра проблемы будут у нас из-за того, что ты тут рогом уперся и развлекаешься себе? А не знает никто. Что-то взорвется, какие-то поставки прекратятся, рубль твой рухнет, а вслед за ним и наши валюты. Россия крупнейшая страна и крупнейшая экономика в целом регионе. Когда ее начальство от скуки сходит с ума, то прилетает постепенно всем, кто связан с ней экономически и логистически. С конца 2025 года Путин находится в оппозиции к собственному государству. Но теперь, и это отражается и в рейтингах, и в заявлениях, колонках в «Экономисте», в упреках в лицо, теперь Путин находится в оппозиции не только к государству, но и к общественному мнению, и к внешнему миру тоже. Его война – один большой каприз, который всем стоит очень дорого. Гражданам он стоит денег, работы, связи, иногда жизни. Российским управленцам он стоит утраты рычагов управления и ресурсов для покрытия долгов и дефицитов. Трампу путинский каприз стоил большой победы, Нобелевской премии мира, которую он так вожделел. Соседям каприз этот приносит вполне явный экономический ущерб и очень дурные перспективы. Надо думать, Лукашенко тоже спит и видит, чтобы Путин все это свернул, потому что с каждым днем все больше рисков, что Беларусь окажется втянута в войну. Когда в ответ на все более явные призывы со всех сторон заканчивать это безобразие
Путин выходит и снова повторяет, что будет воевать без конца, он лишний раз подтверждает. Это именно каприз. Это нежелание принять реальность. Парад военно-морского флота сожмется до фотосессии на фоне принта с подлодкой. Разрешение на парад Победы спрошу, мол, у Зеленского. Профукаю еще 500 000 человек, еще $1 триллион. Вслед за топливным получу энергетический кризис, а в Крыму продовольственный. Но не остановлюсь. Это поведение капризного ребенка. Куча взрослых людей говорят: вот тебе такой вариант, сякой вариант, этот аргумент, тот аргумент. Остановись, дальше будет пиздец. А Путин всплескивает руками, напрягает мышцу бороды и говорит: нет, не заставите, я буду делать, что хочу, потому что вы мне все не указ. Война эта многим войдет в историю. Среди прочего, войдет тем, что идет 5-й год только потому, что у одного конкретного человека, вопреки всем и поперек всему, на 8-м десятке лет начался запоздалый подростковый бунт. Люди гибнут, потому что прекратить их гибель значит подчиниться. А подчиниться, мол, никак нельзя. До завтра.